Добрыми утрами. Продолжим по окраску. Подразбавил краску. Продолжим по окраску. Разбавил краску. Рэпер, блядь. Чуть-чуть. Попробую подрастянуть. Но надо как-то растянуть прям сюда и сюда. Сейчас расцветет. На улице 500 тысяч градусов мороза. Ну, около 500, там 480 может. О, там вообще холодно. И вообще камин бы надо было стопить. Что-то у меня и обогреватель я только этот включил здесь. Ночью у меня так так бодренько здесь. 20 градусов наверху. 20 градусов наверху. Сейчас здесь смотрел дверь. Вот в иньях все. О, здесь прям дует. А вот так прижимаешь и не дует. То есть вообще надо здесь все подрегулировать до конца. Почему-то об этом вспоминаешь, когда вот приходит это. Нормально все выставить. Здесь вот. И заметил, знаете, интересность. Ну крутится еще. Если его не трогаешь, он во влаге весь, и он вращается. Но как только ты повернул, влага сместилась на охлажденный и сразу замерзает. Вообще для зимнего периода, для таких вот... Ну такие морозы у нас, что тут, 25 сейчас, наверное, да? Еще и с ветром. Да, кстати, еще и ветер, и там вообще очень холодно. Даже выходить не хочу. Я представляю, если здесь теплого пола не было. Кстати, самое интересное, что 29,5. Как бы при таком дубаке поднимает 30-ку. Как у меня поставлен 30. И прям вот эта грея вот близко расположенная, она теплая здесь. Здесь, ну, здесь такой прямой обдув идет. Оно не ледяное. Я вообще кайфую. Конденсат-то. Тут вообще ничего нету. И тут вообще нормально. И там капельки. Это вообще мелочевка. Мелочевка. Ну и упала в комнатах без отопления он 19-шка. Потому что у меня, я говорю, верхняя температура 22 градуса. Все, делов 5 секунд сейчас, сухой протру и все. То есть это не занимает какое-то количество времени безумное или что-то там оттирать. Еще одна причина, зачем я хотел сделать быстросъемные стекла. Но надо довести это до ума, до красоты.
Слушайте, я выгораю просто. Какие-то аристократические замашечки. Вообще выглядит. Я не знаю, ну на видео это фигня. Вот здесь стоишь, когда это какое-то охренеть просто. Ясно дело, сюда дубовая полка. Коричневая. В Новый год здесь сапожки вот эти. Да? Вино. Класс. Не хватает рояля, я такой, логотип что-то. Как бы парик это с бигудями, да? Ба. Вот был бы, да, не упора полностью, было бы круто, но он бы был бы золотой. Не, очень здорово. Растяну я краску все-таки на эту сторону и водой подразбавил, она это. И потом разведу, в принципе, потом его обновлять, освежать вообще в легкую. Сейчас стекла поставить вот эти. Вот я думаю, что может петли покрасить придется. Здесь, наверное, какое-то вот какие-то завитушки-козюльки здесь надо сделать. Что-то здесь должно быть такое. Надо, кстати, наверное, вот здесь что-то сделать. Винтажно, они составить. Все. Блин, ну слушайте, я фиг знаю. Мне кажется, ни хрена не надо. Блин, а может и надо. Если петли так покрасить, то петли дают какую-то вот классику, да? А если прямые ставить, будет не классический. Так, надо уже теперь продумать, как фиксировать. Мне так не нравится. Вот эту нижнюю губу я, знаете, откуда подсмотрел? У американцев такая тема. Видел камин. А, в фильме я смотрел какой-то фильм, да. Блин, то ли с этим, с Николасом Кейджем. И они сидели, он сидел на камине. И вот эта штука только была ниже. Вот. И оттуда я увидел вот это. Потому что я хотел топку сверху, но непонятно было, как сделать красиво. Потому что как-то обрубыш был. А вот этот выступ прям зарешал. И еще был план его больше сделать. Но я его сделал с точки зрения, потому что не подойти ближе и да, и туда дрова складывать. Потому что дрова-то громадные, тяжелые. А сейчас бы я, может быть, даже бы на пол кирпича бы как раз вот эти сюда бы накинул. Здорово. Здорово. Я очень доволен. Прям рисуется та картинка, которую я вот представлял. Я представляю сейчас уже вот эту стенку выкрасить. Ну, как бы весь и план был, да, сейчас задумка-то. Ты выходишь с коридора и в зал сразу смотришь, ну, здесь доски мешают. И ты видишь, что это сейчас, вот ты боковым зрением, он прям так на тебя ухает. Какая-то стена будет белая, как она будет ухать. Цвет прям он. Вот он. Надо вообще на улицу ходить, посмотреть, что там как, надо сегодня побегать. В беге в такой мороз есть своя какая-то прелесть, не знаю. Какой-то кайф в этом есть. Я тут бегал туда, к озеру. Кабанчики бегают маленькие. Лисы. Лисы, я 2 штуки видел, лис. Кабанчика маленького. Кабанчик маленький был, он, по ходу дела, с общей группой шел, но он что-то подотбился. Следов-то было до хрена, потом большие и маленькие. Блин, выбегал, было пятнашка на солнце, и ветер, сейчас я спустился
по водоемчику. Начал бег и сразу побежал против ветра. Получается ветер северный, да. Солнце в спину. Не греет вообще. И я охренел. Через километр у меня уже шнапак со щеками ничего не чувствовал. Ух. Ветер сочетали с морозом. Сколько? 20-ка сейчас, наверное. Где нету ветра и солнышко светит. Прям, даже курточку одел светлую вниз, черную наверху, чтобы как-то грело. Блин, хорошечко. Хватило мне краски, осталось грамм 100, наверное. Но я не буду ими тут закрашивать, я оставлю это на подмазке. Вот, а 2 банки я разведу. Я думаю, 2 банок мне должно хватить покрыть, потом освежить. Швы-то не надо будет уже замазюкивать, а сверху пройти. Цвет я подберу примерно, а будут швы отличаться, ну и пофиг. Попытаюсь, конечно, сполировать как есть, надо замазюкать, там эксперимент ставить. В любом случае, я думаю, в 0 не попадешь. Если перекрашивать частями. А это будем подмазюкивать. Сейчас банку маленькую делаю. А там не буду мазать треугольник, потому что новую партию, когда я делаю, разведу. Хорошо, какой там оттенок будет. Вообще класс. Блин, такой кайфовый, конечно. Вот здесь ты стоишь, когда вот это будет. Блин. Знаю, как показать, сейчас я вам попробую показать на широком угле. Не, широкий угол это херня полная. Бочонок такой. Красота. Сразу здесь так светло за этим поворотом стало. Теперь балку выкрасить, конечно. Балка будет вот такая. Балка будет выделяться, блин. Балка будет, а другим ее ничем не покрасить. Водяной краской ее нет смысла красить. Хотя теперь здесь сухо. Ладно, посмотрим потом, как будет. Надо покрасить сначала. Не, пускай она такая брутальная. Еще эту красоту-то делал. На улице ветер продолжает дуть. Ух, вспомни этот холод сегодняшний. Видно меня? Это, конечно, забодалки будут. Во-первых, она будет, надо ее покрасить слой. Ну, первым пройти, пока эти все ободрать, а потом пройти уже сверху валиком. Потому что тут этот чистенький был. А тут и камешки будут надо склеить. Так же, как в ванне.